Игорь, посмотри на эту гору грязной посуды. Оля, я ее тоже вижу. Мы всегда откладываем мытье. Да, каждый день говорим, сделаем это завтра. Прямо как старая традиция у нас, правда? Смешно, но не очень приятно, когда в раковине хаос. Мне кажется, посуда только множится ночью. Точно, я тоже это замечаю каждый раз. Почему мы так не любим мыть посуду? Потому что это скучно. Есть идеи, как сделать веселее. Можно включить музыку или радио, чтобы было интересней. Мне нравится эта идея. Может выбрать любимую песню. Договорились. Тогда давай начнем с чашек. С чашек проще всего, потом тарелки и кастрюли. Кастрюли всегда самые трудные, да? Да, нужно замачивать их подольше. Когда посуда чистая, на кухне сразу уютно. И не надо искать чистую ложку утром в спешке. Оля, а помнишь в Санкт-Петербурге у бабушки? Бабушка всегда мыла посуду сразу после ужина. Она говорила: чистая кухня, чистая душа. Точно, мы должны брать с нее пример. Тогда давай поделим посуду поровну. Договорились. Я беру бокалы и ложки. А я беру тарелки и кастрюли. Хороший план. Давай устроим маленькое соревнование. Кто быстрее? Осторожно, главное не разбить ничего. Не беспокойся, я аккуратная, ты тоже не спеши. Согласен, но если я выиграю, ты делаешь чай. Хорошо, если я выиграю, ты режешь лимон. Идеально, согласен на любое условие победителя. Ну что, начинаем уборку под музыку? Готов, ставлю нашу любимую мелодию. Анна, ты видишь этот старый мешок с кабелями? Да, Вадим, я смотрю на него уже минуту. Он опять полный. Откуда столько проводов? Я не знаю, кажется, мы все собираем туда. Тут USB кабели, зарядки, наушники, все вперемешку. И никаких подписей, что для чего. Помнишь, мы хотели все разобрать? Конечно, но у нас нет времени на это. Каждый раз откладываем на потом. Может, лучше оставить все как есть? Ты уверена? Вдруг пригодится что-то важное? Если кто-то спросит, я не знаю, что где лежит. И я не знаю. Иногда проще купить новый кабель. Да, я так и делала. Это мешок для коллекции. Ха-ха, настоящая коллекция старых проводов. Может быть, они когда-нибудь станут раритетами. В Самаре уже есть музей компьютеров. Может, нам туда? Шутки шутишь, но вдруг кто-то бы их взял. Мне жалко выбрасывать. Все еще может работать. Тогда пусть они лежат, не будем трогать. Меня не беспокоит этот мешок, если честно. И меня тоже. Главное — знать, что он здесь. Когда-нибудь найдем нужный кабель и обрадуемся. У тебя есть любимый кабель? Нет, но старый белый зарядник я помню с университета. А мой любимый — длинный черный HDMI. С каждым кабелем связаны воспоминания. Этот маленький мешок — часть нашей истории. Главное – не терять старые добрые вещи совсем. Договорились, не трогаем мешок сегодня. Ура! Давай пить чай, а не разбирать кабели. Согласен, кабели подождут еще год или два. Иван, ты слышал этот странный шум из раковины? Да, Катя, я тоже заметил этот шум вчера вечером. Он гудел всю ночь. Ты не спал из-за этого? Нет, я привык. Сначала было странно, но теперь не мешает.
Я думала, что это мыши, но оказалось трубы. Да, трубы часто шумят в старых домах, как у нас. Когда идет вода, бывает свист или гул. Может, стоит вызвать сантехника? Я думал об этом, но вроде ничего не течет. Значит, опасности нет? Все работает нормально? Похоже, все в порядке, просто странный звук. Бабушка в Волгограде говорила, что у нее так же было. Наверное, во многих квартирах старая система. А помнишь, как в нашем старом доме были трубки? Конечно, там всегда был стук в батареях. Здесь хотя бы вода горячая идет сразу. Да, это хорошо. И раковина удобная. Я уже привыкла к этому звуку, почти не замечаю. Я тоже. Иногда даже не слышу его совсем. Вчера Марина сказала, что у них то же самое. Но если все игнорируют, значит не страшно. Мы, кажется, тоже решили все оставить как есть. Главное, чтобы не было потопа. Да, а так пусть шумит себе на здоровье. Я даже думаю, что это какой-то домашний звук. Да, настоящий дом всегда есть свои шорохи. А то было бы совсем тихо и странно. Правда, теперь этот шум даже как музыка. Главное, чтобы утром кофе не мешал варить. Согласна. Хорошо, что хотя бы весело живем. Да, у нас дружная семья и веселые трубы. Пойдем пить чай на кухне, если не боишься шума. Нет, теперь это наш семейный саундтрек. Игорь, почему на этом кресле столько одежды? Оля, мне удобно складывать тут вещи после работы. Но теперь кресло совсем не видно из-за футболок и брюк. Я знаю, надо бы убрать, просто все времени нет. А когда ты последний раз сидел на этом кресле? Честно, уже несколько недель не сидел. Кресло стало просто вешалкой для одежды. Раньше мы там читали книги или пили чай вместе. Да, мне тоже этого не хватает. Может, сегодня вечером разберем эту кучу? Может быть, только обещай, что поможешь мне. Обещаю, я сама иногда кладу сюда свои платья. Но все равно столько одежды не в шкафу. У меня нет привычки сразу убирать вещи. Я понимаю, бывает лень, особенно после длинного дня. Да, иногда просто кидаю футболку и все. Мы же можем придумать место для носимой одежды. Например, крючки или еще одну полку в коридоре. Отличная идея. Так кресло будет свободным. Ты права, это кресло очень красивое, жалко его. Оно было подарок на годовщину, помнишь? Конечно, я не забуду, мы вместе его выбирали. Давай уберем одежду и снова сделаем кресло уютным. Согласен. Может, сегодня вечером устроим уют? Я как раз хотела почитать журнал здесь. Тогда я тебе помогу. Давай начнем с футболок. Хорошо, я разберу свои юбки и кофты. Спасибо, вместе все получится быстрее. Конечно, а потом попьем чай у окна? С удовольствием. И кресло снова станет нашим местом. Мне так приятно проводить с тобой вечера. Мне тоже, Оля. Давай сделаем наш дом еще уютнее. Андрей, посмотри, опять открытая пачка печенья. Да, Марина, уже несколько дней она лежит. Почему никто не доедает это печенье? Может, оно стало не таким вкусным после открытия? Я попробовала вчера, оно еще свежее. Правда? Я думал, оно уже черствое.
Нет, оно вкусное. Просто все забывают о нем. Когда много еды, легко забыть про открытые пачки. У нас часто остается такая недоеденная еда. Особенно с печеньем и вафлями так бывает. Я покупала его к чаю, но не пью чай каждый день. Я тоже в последнее время пью больше кофе. Может, положим пачку на видное место? Хорошая идея. На столе все ее увидят. Давай попробуем сегодня. Вдруг получится съесть все. Договорились. После ужина попьем чай с печеньем. Хорошо. А какое печенье тебе больше нравится? Мне нравится шоколадное. А тебе? Я люблю овсяное, а это простое сахарное. Да, оно совсем простое, но вкус детства. Может быть, нам стоит покупать меньше печенья? Возможно, мы часто не доедаем упаковку. У тебя тоже так было дома, когда ты жил с родителями? Да, мама всегда переживала из-за несъеденного печенья. У нас также. Это, кажется, общая проблема. Наверное, пора завести специальную банку для печенья. Точно. Если будет банка, не забудем и не выдохнется. Я видел красивые банки в магазине на Невском. Давай тогда купим нашу первую банку на выходных. Согласен. А пока сегодня доедим эту пачку. Договорились. Только не забудь про чай, пожалуйста. Обещаю, сегодня будет настоящий чай с печеньем. Спасибо, Андрей. Вместе будет вкуснее. Марина, ты всегда носишь эти штаны дома? Да, Иван, они очень удобные и теплые. На улице такую одежду я никогда не надену. Понимаю. Я вот тоже люблю свой старый свитер. В нем так уютно сидеть вечером и пить чай. Твой свитер с оленями? Он очень забавный. Да, Марина, мне его подарила бабушка из Казани. Как мило, а мне бабушка подарила эти тапочки. Смотри, здесь маленькая вышивка, кошка. О, какая симпатичная кошка. Я не замечал раньше. У меня есть похожие тапки, но уже очень старые. Хочешь посмотреть мои домашние халаты? У меня их 3. Все после ремонта не жалко пачкать. Интересно, я дома почти всегда в спортивных штанах. Я люблю старые вещи. Удобно и приятно. А какие вещи тебе удобнее всего дома? Мягкие футболки и теплые носки. А тебе? Мне нравятся широкие кофты и мои старые леггинсы. Дома можно выглядеть как хочешь. Главное – уют. Да, дома никто не увидит, кроме тебя, конечно. Я всегда смеюсь, видя твой свитер в зимние вечера. А я люблю, как ты выглядишь в розовой пижаме. Спасибо, мне она тоже нравится. Пижама старая, но очень мягкая. Ты бы надела ее, если бы к нам пришли гости. Нет, конечно, для гостей я надену что-то получше. Да, мне тоже не хочется показываться в этом свитере. Хотя иногда к нам заходят друзья неожиданно. В прошлый раз Оля смеялась над моими тапочками. Она просто завидует нашей уютной одежде. Наверное, мне все равно, я люблю комфорт. И правильно, дома главное – чувствовать себя хорошо. Оля, посмотри, что я нашел на полке. Ой, Дима, это же твой старый плюшевый медвежонок. Да, я его нашел вчера, когда убирался. Он такой милый, я помню, ты рассказывал о нем. Да, этот медвежонок со мной с 5 лет.
Почему ты все еще его хранишь? Просто он мне напоминает детство и родителей. Понимаю, у меня тоже есть такие вещи. Например, у меня есть старая кукла из Ярославля. Серьезно? Ты ее до сих пор держишь? Да, потому что она мне дорога как память. Мне кажется, такие вещи приносят тепло в дом. Согласна. Иногда они важнее новых вещей. Конечно, этот медведь всегда рядом со мной. Сколько лет ему уже? Наверное, много. Почти 30 лет, представляешь? Да, очень долго. А у него есть имя? Конечно, его зовут Миша. Хорошее имя. Классический русский медведь. Может, и мои куклы помнят мое детство. А какая у тебя была самая любимая игрушка? Наверное, это кукла Аня. Я спала с ней каждую ночь. Интересно, я всегда брал Мишу в поездки. Он был с тобой даже в летнем лагере? Да, и даже на даче у бабушки в Твери. Значит, у Миши много воспоминаний тоже. Верно, без него дом кажется пустым. Я думаю, такие вещи нужно беречь. Ты права, пусть Миша всегда будет с нами. Можно поставить его на полку рядом с куклой. Хорошая идея. Пусть хранят наши секреты вместе. Да, я уверена, им тут будет хорошо. Спасибо, что понимаешь меня, Оля. Конечно, Дима, дорогие вещи делают нас счастливыми. Мария, как тебе здесь сегодня? Дмитрий, мне очень нравится это кафе, атмосфера уютная. Да, интерьер очень красивый, все такое теплое. Я люблю эти картинки на стенах, все мило. Жалко только, что еду всегда приносят долго. Да, я тоже заметила, мы уже ждем 20 минут. Каждый раз одно и то же, но еда всегда вкусная. Вот именно поэтому мы всегда возвращаемся сюда. Ты пробовала здесь борщ, он здесь отличный. Да, в прошлый раз я брала борщ. Был очень сытный. Сегодня я заказал пельмени, мне интересно, как они тут. А я выбрала салат оливье. Интересно, будет вкусно. Я надеюсь, что скоро принесут наш заказ. Кажется, официант забыл про нас. Можно позвать его еще раз. Вон он там. Может, лучше подождем еще немного. Хорошо, подождем пару минут. В прошлый раз тоже так было. Я не люблю жаловаться, но хочется есть. Понимаю тебя, я тоже уже проголодался. Но зато здесь всегда свежий хлеб. Да, и чай очень вкусный. Я уже хочу выпить чашку. Давай потом закажем чай с лимоном. Отличная идея. Я люблю чай с лимоном и медом. Кстати, ты знаешь, что рядом открыли новое кафе? Нет, не слышал. Может, сходим туда в следующий раз? Давай сначала дождемся нашей еды здесь. Конечно. Я все равно люблю это место. Главное, чтобы вкус был такой же, как всегда. Я уверен, что не разочаруемся. Смотри, кажется, наш официант уже идет к нам. Наконец-то. Ждем с нетерпением. Надеюсь, все горячее и свежее. Сергей, посмотри, наш сосед снова с новой машиной. Да, Марина, я только что заметил. Это уже третья за год. Как думаешь, почему он так часто меняет машины? Наверное, он очень любит автомобили. Может быть, у него недавно была синяя Лада. А до этого красная Шкода. Я помню ее. Сегодня он приехал на черном «Фольксвагене». Мне кажется, эта машина ему очень идет.
Да, выглядит солидно. Интересно, что будет дальше. Ты хотел бы менять машину так же часто. Честно говоря, мне нравится моя старая «Волга». Волга удобная, но иногда хочется что-то новое. Согласен, но я к ней привык, она надежная. Наш сосед живет один, верно? Да, по-моему, у него нет семьи. А где он работает? Может, у него свой бизнес? Говорят, он работает в автосалоне. Наверное, поэтому так легко меняет машины. Это многое объясняет. Интересная работа. Да, и всегда свежие автомобили под рукой. Я каждый раз удивляюсь его выбору. Наша дочь тоже любит рассматривать его машины. Правда? Может, она станет автолюбителем? Возможно, вчера она рисовала красную машину. Это очень мило. Пусть мечтает. Ты видел, как аккуратно сосед паркуется? Да, у него всегда все идеально ровно. Я каждый раз учусь у него парковке. Хороший пример для всех соседей. Пошли пить чай, можно понаблюдать за окном. Отличная идея, Марина. Может, еще одну машину увидим. Саша, опять смотрим на карту Франции, как всегда. Да, Марина, мы давно мечтаем поехать во Францию. Каждый год говорим, поедем летом и все откладываем. Работа, дела. Снова не получилось в этом году. А ведь Париж так красив весной. Я всегда мечтала увидеть Эйфелеву башню. И я. Еще мне хочется побывать в Лионе, попробовать французскую кухню. У меня даже есть старый путеводитель по Франции. А я храню билеты из музея Лувра. Мы их не использовали. Помнишь, как в прошлом году мы выбирали города и отели? Да, выбирали между Парижем и Ниццей. В Ницце, говорят, красиво на море. Моя подруга там была. А больше всего я хочу увидеть Версальский дворец. Я думаю, нам просто нужно взять отпуск летом. Давай договоримся. Следующей весной точно едем. Ты уверен, не будет ли опять работы слишком много? Нет, я буду просить отпуск заранее обязательно. Ты прав, надо просто планировать заранее. Давай сейчас выберем даты и напишем их на листочек. И повесим листочек на холодильник, чтобы не забыть. Хорошая идея. Напишем «Франция, весна, отпуск». А потом подберем достопримечательности вместе. Я бы хотел увидеть Монмартр и старые улочки Парижа. А я попробовать круассаны в маленьком кафе. Согласен, французские завтраки очень вкусные. Пока остаемся на диване, можем почитать путеводитель. Можно посмотреть фото, подумаем, куда хотим поехать. У тебя есть любимый французский город? Наверное, Париж, но в Провансе тоже красиво. Согласна, Франция – интересная страна. Я тоже так думаю. Когда-нибудь мы обязательно поедем. Главное – не откладывать снова и снова. Да, теперь будем делать все по плану. Договорились, Франция нас обязательно дождется.